Всем привет! Я Марина, и с вами Школа Сакрамел. На просторах Instagram наткнулась на эту работу, и она меня вдохновила. Ночью мне понравились аквариумные сухоцветы с молочной растяжкой. Сразу начала думать, как можно воплотить этот дизайн в реальность. В видео Instagram показывают работу с акрилом, но почему бы не использовать современные технологии, такие как полигель и верхние формы. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Смотрите ролик до конца и подписывайтесь на канал. Поехали! Как обычно, перед наращиванием подготовлю ногтевую пластину. Раскрываю кармашек под кутикулу при помощи апельсиновой палочки. Уберу птериги алмазной насадкой пламя, диаметр 0,23. Перед срезом кутикулы придаю форму свободному краю. Можно его оставить. Самое главное убрать уголочки, которые будут мешать подстановке формы. Поверхность зашлифую бафом для того, чтобы убрать глянец ногтевой пластины. Убираю расслоение в зоне свободного края для того, чтобы в дальнейшем покрытие не отслоилось. Убираю пыль и приступаю к срезу кутикулы. По вашему желанию вы можете срезать кутикулу уже после моделирования. Тщательно подготавливаю ногтевую пластину, обезжириваю, наношу дегидратор и праймер. Так как в работе мы будем использовать гибкий материал полигель, под него наношу гибкую пластичную базу Уна. Рассушиваем в лампе. Верхние формы буду использовать от марки Формула Профи. Подбираю необходимый размер. Смотрю на вид сбоку, чтобы боковые стенки ногтя перекрывали натуральную ногтевую пластину. Это маленькая, возьму другую. Формы являются многоразовыми. И сразу подбираю формы на все пальчики. Заранее подготовила сухоцветы, разложила их на салфетке в таком порядке, как они у нас будут располагаться на ногтях. Это позволит максимально нам сократить время. Выбрали розово-белую гамму, хотела что-то нежного, не очень яркого, не очень броского. И вот эти остатки нам также с вами пригодятся для того, чтобы разбавить основные цвета. Сегодня я буду использовать прозрачный полигель и прозрачный розовый. Понадобится мне жидкость для распределения материала. Наливаю ее в мерный стаканчик. Вместо жидкости можете использовать обычный спирт или обезжириватель. Кисточка натуральная для акрилового моделирования, но она отлично также подошла и для техники работы с акригелем. Для того, чтобы сухоцветы закрепились, буду использовать прозрачный полигель. Когда я начала выполнять данный дизайн, на одном ногте мне показалось, что это займет целую вечность, но если мы с вами будем сразу выполнять один этап на всех ногтях, это займет куда меньше времени. Сейчас я в каждый типс закладываю прозрачный полигель. Смачиваю кисть в жидкости, распределяю прозрачный материал, формирую тонкую подложку. По кутикулы прозрачным не закладываю. Везде выполнила подложки, и теперь при помощи пинцета закладываю в них сухоцветы. Сухоцвет кладу в центральную часть, придавливаю. При помощи кисточки придавливаю сухоцветы. Лишнее отрезаю. Там, где белый, могу добавить розовых сухоцветов, а в розовый белый цветочек. Чтобы дизайн был интересный, хотелось разглядывать, добавим хлопья юки.
Также их придавливаю в прозрачную подложку. На этом этапе закладываю прозрачно-розовый полигель в зоне кутикулы. Распределяю материал у кутикулы тонко. Обязательно, чтобы на боковых стенках оставался материал. И постепенно свожу его на нет. То же самое проделываю и с другими верхними формами. И последний этап. Перекрываем цветы и блестки прозрачным материалом. Материал сырой, ничего не просушивала. Лишний материал можете всегда убрать. И распределяем в обратную сторону от свободного края прозрачный полигель. Все неудобство этой техники заключается в том, что материал прилипает, поэтому рекомендую работать в перчатках. Распределила. Отворачиваю кисть от себя и формирую тонкий торец. Мои заготовки готовы. И теперь будем прикладывать к ногтям. Немного сужаю свободный край, перекатывая в пальчиках, для того, чтобы форма получилась более миндалевидной. Отправляю в лампу на просушку, буквально на пару секунд. Отодвигаю валик и убираю остатки материала кистью. Еще раз ставим в лампу на 20-30 секунд, в зависимости от мощности вашей лампы. Снимаю форму, поджимаю и ставлю прищепку для фиксации. После того, как установила прищепки, отправляю на досушку в лампу всю руку на минуту. Снимаю липкий слой с внутренней поверхности ногтей у кутикулы и приступаю к опилу формы. Свободный край, боковые стенки на заужение, нижние параллели. И подравниваем свободный край. Переход у кутикулы мы сгладим при помощи твердосплавной насадки. С внутренней стороны выровняю поверхность при помощи твердосплавной насадки. Обезжириваю ногтевую пластину, но это еще не все. Сделаем эффект вуали, нанесем молочную базу у кутикулы и растушуем ее к цветочкам. Тонко промазываю поверхность до середины ногтя. Далее набираю капельку, распределяю у кутикулы. При помощи кисти омбре растушевываю границу, а тонкой кистью прокрашиваю у кутикулы. Жду, когда база самостоятельно разровняется, и отправляю в лампу. Если у вас нет молочной базы, вы всегда можете смешать белый гель-лак с обычной базой. В этом дизайне мне больше всего понравился эффект вуали, который перекрывает цветы. Перекрываю ногти топом. Также прокрашиваю топом с внутренней стороны, чтобы кончик был более прозрачным. Я получила творческое наслаждение, закладывая цветочки в верхние формы и выполняя растяжку молочной базой. Ногти с белыми цветами смотрятся особенно нежно, по-свадебному, я бы сказала. Результат работы просто завораживает. Так и хотелось рассматривать эти ногти, одно макро чего стоит. После процедуры мы укоротили длину, чтобы она была удобна в повседневной жизни. Напишите в комментариях, как вам такой дизайн, сделали бы себе такие ногти. Ставьте пальчики вверх. Всем успехов в работе, пока-пока!